Если над пропастью воржи – это история про обычного подростка, стоящего на пороге взросления, то «Осиная фабрика» – это история про поехавшего подростка, которому не особо-то и нужно взрослеть. Добро пожаловать в библиотеку Бастилии. Здесь собраны все книги мира на всех языках, и даже те, которые никому не посоветуешь, но о которых трудно молчать. Именно такой и является «Осиная фабрика» Иэна Бэнкса. «Что? Кто это? Какая еще осиная фабрика?» – спросите вы. Терпение, я сейчас вам все расскажу. Сперва немного об авторе. Иэн Бэнкс – шотландский писатель, работавший в жанрах научной фантастики и вне жанра. Вне жанра – это значит почти реализм, но настолько странный и безумный, что… Тем не менее, в 2008 году его имя было внесено в список 50 лучших писателей Великобритании с 1945 года. А британские литературные критики и журналисты нарекли Бэнкса Тарантино от литературы. Хотя я бы его сравнила с Ларсом фон Триером. «Осиная фабрика» — его дебютный роман, опубликованный в далеком 1984 году. Первый роман тогда еще неизвестного автора поляризовал критиков. Они рукоплескали глубине поднимаемых тем и спорили по поводу необходимости жестких описаний сцен насилия. Кто-нибудь читал «Осиную фабрику»? Это где парень жертвоприношения делал? Ну типа. Да, жести в книге хватает, как и в «Заводном апельсине» или «Повелителе мух». Уже повзрослевший главный герой убивает животных и как бы между делом вспоминает, как будучи ребенком убил 3 таких же детей, как и он сам. О чем книга? Аннотация говорит нам. История 17-летнего шотландского мальчишки Фрэнка Колдхейма. То ли гения, то ли опасного безумца, то ли друида некой причудливой и жестокой религии. Ага, да, ну как же, скорее уж психопата. Он предсказывает будущее при помощи ритуального механизма. Он совершает кровавые жертвоприношения. Он одержим смертью, свободой и одиночеством, и уверен, что знает о своем маленьком уединенном мирке все. Боится он лишь одного – большого внешнего мира. Словно чувствует, рано или поздно оттуда придет беда. И это наглая ложь. Точнее, большая часть из этого будет в книге, но фоном или развернется абсолютно неожиданным образом. Сама же книга несколько о другом. Она о травмированном в раннем детстве мальчике, из которого вырос живодер и фанатик. При этом с помощью агрессии и черной иронии он сублимирует свою боль. Боль от того, что он инвалид. Об этом автор сообщает в первой же главе. И вас может этот факт немного удивить. У героя все нормально со слухом и зрением, а руки-ноги на месте. Какого именно плана у Фрэнка проблемы, автор скажет вам не сразу, а немного поддержит интригу. Но вбросит жирный намек. У мальчика не все в порядке с тем, что находится у него в штанах. Осознавая свою ущербность в сравнении со сверстниками, Фрэнк создал собственную религию с уймой странных ритуалов, которые он из раза в раз повторяет. Зачем? Чтобы взять хоть что-то под контроль, почесать чувство собственной важности для мира, в котором главному герою нет места. Нет у Фрэнка места в мире еще и потому, что его папаша не сделал сыну нормальные документы. Парня просто не существует в госреестре. Фрэнк не ходил в школу, как все нормальные дети. Отец обучал его на дому. Не то чтобы это как-то угнетало героя, они с отцом живут уединенно на острове, который с большой землей соединяет мост. И парень не особо рвется в общество, да и к людям не привязан. У него есть один единственный друг, карлик Джейми, и ему этого хватает. Ну и, конечно же, старший брат Эрик,
с которым Фрэнк рос, пока тот не уехал на учебу и с ним не произошел инцидент. Дальше видео содержит спойлеры, но концовку я вам не расскажу. Сюжет стартует с момента, когда отец Фрэнка узнает, что Эрик, старший брат главного героя, сбежал из психлечебницы. Домик с мягкими стенами Эрика упекли после того, как он вернулся в город, мягко скажем, после неудачной практики в университете. Если в детстве Эрик был добрым, чистым и светлым ребенком, противоположным Фрэнку, но к нему мы еще вернемся, то после инцидента он стал заживо сжигать собак и заставлять городских детей жрать червей. Но несмотря на это, Фрэнк своего брата любит и убийство собак не одобряет. «Что я живодер какой?» — говорит он как бы между делом, хотя сам запросто может насмерть забить чайку камнями или придушить агрессивного кролика, сломавшего его рогатку, а потом подорвать целую поляну с кроличьими норами. И да, с самодельной взрывчаткой парень на «ты». Ну и в принципе не дурак. Вкупе с той дичью, что он творит, это странно и страшно. Отец главного героя понимает, что у сына не все дома. Как-то во время завтрака он говорит, что это Фрэнка надо было упрятать в психушку, а не Эрика. Что же касается отца семейства, то он эдакий городской сумасшедший отшельник. Может задалбывать гостей и родственников габаритами мебели с точностью до десятых дюйма, а научное сообщество – безумными теориями вроде «Земля – это не шар, это лента Мёбиуса». Кажется, меня на***али. Что такое? Мне сказали, что это добрая семейная книга. Семейная. Про семейку психопатов. У папашки есть собственный кабинет, который он в свое отсутствие запирает. И, конечно же, закрытая дверь не дает покоя Фрэнку. Отец явно что-то от него скрывает, что-то, что может рассказать парню о том самом дне, когда он стал инвалидом. А где мама? Укатила в закат на байке. Последний раз Фрэнк ее видел в тот самый день, когда случилось то, что случилось. В тот день она в позе лотоса, не пытайтесь это представить, рожала его младшего брата Пола. Все были заняты ею и оставили маленького Фрэнка без присмотра. Ну а уж как он стал калекой, читайте книгу, если интересно. Что же касается младшего братика, по понятной причине Фрэнк его не взлюбил. И через несколько лет тот стал одной из 3 жертв главного героя. Кстати, 2 других убитых ребенка тоже его родственники. Причем все 3 раза это были не случайности, не «Ой, мы играли и случилось это». Нет, Фрэнк убивал расчетливо и хладнокровно, зная, к чему его действия приведут. У одного из изданий можно увидеть вот такую аннотацию. Он убил 3. Он совсем не тот, кем кажется. Он совсем не тот, кем себя считает. Добро пожаловать на остров, который стерегут жертвенные столбы. В дом, где на чердаке ждет смертоносная осиная фабрика. Это уже ближе к телу... делу. Я хотела сказать делу. Фрэнк действительно странный и противоречивый персонаж. С виду он не кажется психом, но это только с виду. Чем теснее мы знакомимся с персонажем, тем больше мы понимаем, что он ходит по лезвию ножа между холодной рациональностью и беспричинной жестокостью. Герой иногда даже рефлексирует и сожалеет о содеянном. Однако же на муки совести это не тянет. Я приравниваю мои терзания к оппозиции в парламенте или к независимой прессе. Совесть общества, конечно, своего рода тормоз, безусловно. Однако реальной власти у них никакой. Иронизирует главный герой. Слышали выражение «он тот человек, который отрывает мухам крылышки»? Так говорят о беспричинно жестоком человеке, наслаждающемся страданиями тех, кто слабее. Я бы так охарактеризовала Фрэнка. Подложить под молоточек будильника осу, чтобы ее расплющило? Да, это в его стиле. Собственно, осиная фабрика, вынесенная в название книги, это не что иное, как специфичный и жестокий инструмент для гадания. Сделанная из старого циферблата сложная конструкция. Ее Фрэнк собрал сам из того, что нашел на помойке.
И никакая это не фабрика, скорее уж машина смерти. Посаженная внутрь оса непременно умрет одним из 12 способов. И в зависимости от того, каким именно, так Фрэнк и интерпретирует ответ на свой вопрос. Немного о стиле. Несмотря на творящийся в книге трэш, читается она взахлеб. Автор ловко играет с интригой и недомолвками. Просто за уши не оттянуть. Если я и отрывалась от истории, то только чтобы потупить немного в стену и переварить особо впечатлившие меня моменты. Но легким чтивом эту книгу назвать сложно. Порог вхождения у нее невысокий, но содержание может оказаться для вас неприемлемым. Повествование ведется от первого лица, и мы непосредственно находимся в голове у Фрэнка. И это тот случай, когда сопереживать главному герою невозможно. Но за ним, его действиями и мыслями интересно наблюдать, а порой подлавливать на ошибках в суждениях и абсурдной философии. Итог. Эта книга не для всех. Она, не побоюсь этой оценки, странная, и больше придется по вкусу любителям артхаусной чернухи. В «Осиной фабрике» мало именно сюжета. Очень многое подается через воспоминания и пересказ. Весь текст – это мысли героя, который рассказывает историю своей жизни и описывает события, происходящие в те несколько дней, что он ждет возвращения своего сумасшедшего брата. В книге раскрывается тема природы человеческой жестокости, особенно тот ее аспект, когда через насилие человек компенсирует неудачу в какой-то области жизни. Это крайне нездоровая черта личности, и потому в книге уделяется внимание ментальным расстройствам. Однако последнее больше считывается между строк. Под конец же оказывается, что роман был о взрослении и принятии себя. Но, как и главный герой, книга шла к раскрытию своей сути долго. Читать «Осиную фабрику» или нет, решайте сами. Тяжело кому-либо советовать книгу с таким содержанием, но полученный от прочтения эмоциональный опыт бесценен. Что ж, надеемся снова увидеть вас в библиотеке Бастилии, а над обзором трудились Персидская, Ингевар и Фелиде. До новых встреч!